Всем большой привет, с вами Ксения Калм, и сегодня мы поговорим про главные бьюти-тренды осени и уже зимы 2025 года. Обсудим и макияж, и маникюр, а также стрижки и окрашивания. В общем, давайте начинать. И, кстати, приглашаю подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео, а также включайте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления как раз-таки о выходе новых роликов. В прошлых сезонах мы с вами уже обсуждали тренд на естественность, знаете, такое сияние. Так вот сейчас тренды движутся к золотой середине, то есть что-то между вот такой вот максимальной натуральностью и ярким макияжем. Поэтому многие тренды будут основываться именно вот на этой золотой середине. Поговорим про щечки. Румянам сейчас также уделяется большое внимание, но если летом, весной мы использовали такие ярко-розовые, может быть, ягодные оттенки, то сейчас преобладают розово-лиловые, даже скорее лилово-розовые, то есть именно акцент на такую слегка холодную палитру. Среди классических оттенков румян это такие персиково-коричневые, они прямо идеально гармонируют с осенью и плавно перейдут в новый зимний сезон. Один из главных трендов для губ — это губы без четкого контура. В таком макияже чаще всего используются цвета, именно подходящие вам, то есть практически ваш натуральный цвет губ, только, возможно, немножечко темнее. Растушевывается пальчиком не только по контуру, но и немножечко по центру, чтобы придать некоторую естественность губам, при этом выразительность. И для губ, я заметила, сейчас используются как матовые фактуры, так и с блеском, но опять-таки не слишком матовые, знаете, как из 2016 года, но и в то же время уже не настолько блестящие, как это было в начале 2024 года. Следующий тренд — это акцент на ресницы. А именно, вы знаете, как практически в 60-х годах, когда были пышные ресницы, они подчеркивались и верхние, и нижние, и, можно сказать, были такие прям паучьи лапки. Сейчас такие варианты, конечно, могут быть на показах, но в жизни лично я заметила, просто такие пышные, яркие ресницы, так как в прошлых сезонах, я думаю, все уже привыкли ходить с ненакрашенными ресницами, и, возможно, вам это немного уже поднадоело, поэтому сейчас самое время экспериментировать, доставать ваши туши и красить реснички. Следующий тренд — это сочетание нюдового такого нежного макияжа плюс акцент на глаза. Этот акцент создается при помощи туши, например, цветной, плюс подводки. Плюс, например, могут быть тени, и все это может сочетаться, например, с вашими аксессуарами, с одеждой. Этот тренд я бы назвала яркий минимализм. Даже если вы любите использовать минимум косметики и не очень любите яркие макияжи, то такой тренд даже вы 100% сможете попробовать, например, на праздник, если вы не любите краситься так каждый день. Среди теней для глаз это, во-первых, бледно-розовые тени, даже, знаете, может быть, с каким-то лиловым подтоном, прямо как у румян. Также используются монохромные образы, опять-таки можно использовать тени в дуэте с ресничками и с акцентом из одежды. Из необычных трендов это акцент на внутренний уголок глаз. Это, опять-таки, классно подойдет, например, для творческих съемок или просто для создания яркого образа. Если говорить про основу макияжа, то это, конечно же, тон. И сейчас приветствуются естественные легкие тональные средства. Они могут быть как со слегка влажным финишем, со слегка матовым. Самое главное — это то, чтобы они подходили вам и передавали, можно сказать, вашу естественную кожу, такая, какая она у вас есть от природы, но только вот с таким внешним уходом. Далее давайте поговорим про стрижки, и они сейчас, знаете, так развиваются на контрасте с макияжем. Если ранее у нас был естественный макияж и акцент на такие аккуратные волосы, может быть, зализанные пучки, объемные локоны, то сейчас скорее наоборот. Делается акцент на макияж, а волосы выглядят уже более естественно, вот так вот, знаете, натурально, непринужденно. Но в этой естественности есть разнообразные тренды и, конечно же, стрижки. Одна из самых непринужденных легких стрижек, которая полюбилась многим, это каскад с челкой. Эту стрижку любят уже где-то 2 года, и я абсолютно согласна и понимаю, почему это происходит. Она может и придать объем волосам, и в то же время немножечко как-то ваше лицо изменить или подчеркнуть. Но сейчас именно вариант с челкой, он все-таки уходит и остается в прошлых годах. Если до этого челка, которая обрамляет каскад, начиналась где-то отсюда, да, плавно переходила, может быть, даже, знаете, вот эта челка Биркин, то сейчас в актуальной стрижке каскад челка начинается ниже, где-то вот знаете, от линии подбородка, может быть, даже ключиц. Также в этом варианте каскада уже меньше ступеней, то есть он такой более естественный, непринужденный, и 100% его легче укладывать. Если у вас от природы прямые волосы, то также будет актуальна и стрижка одной длины, то есть вот такие прямые, ухоженные, гладкие волосы. Да и в целом здоровые волосы — это всегда вне трендов. Я хочу отвлечься на минутку и напомнить вам о событии года. Это главная распродажа 11.11. Я всегда стараюсь заранее
заранее подготовиться к этому времени и создать подборки того, чем стоит выгодно закупиться. Например, товары для дома, одежда или электроника. И все это я часто заказываю на Озон, ведь там не только широкий ассортимент, выгодные цены, но и возможность оплаты после примерки или бесплатный возврат, если что-то не подошло. Например, я планирую купить для быта капсулу для посудомоечной машинки, щетки Curaprox, порошок и другие мелочи. В общем, ловите момент, ведь распродажа на Озон со скидками до 85% продлится с 28 октября по 14 ноября. Переходите по ссылке в описании за выгодой года. Далее давайте поговорим про каре. И здесь сразу же несколько актуальных вариантов. Во-первых, это каре с таким веселым духом и неровной челкой. В этой прическе присутствует некоторая воздушность, многослойность, но, знаете, такое вот легкое приподнятое настроение. Если вам не по душе боб с челкой, то также можно присмотреться к удлиненному фактурному бобу. У него опять-таки такая легкая непринужденная форма, но уже без челки. Плюс все также актуален укороченный боб с прямым срезом. Далее хочу остановиться на многослойных стрижках, ведь они классно смотрятся как и на коротких волосах, так и на более длинных. Про каскад мы уже поговорили, это такая некоторая классика на все времена. Если у вас длинные волосы или средней длины и вам хочется просто чего-то нового, то всегда можно попробовать каскад. Более необычный и экстравагантный вариант — это прическа шегги. Волосы выглядят воздушными и немного взъерошенными. Лично у меня такая стрижка ассоциируется с легкой на подъем девчонкой, веселой, уверенной в себе. Стрижка шегги также позволяет смягчить черты лица. Я думаю, если вы обратили внимание на примеры, то 100% заметили. Следующая похожая стрижка — это малет, но у нее уже сзади на затылке более длинные пряди. Спереди все те же укороченные, слегка рваные прядки. Затронем короткие стрижки, и помните, в прошлом видео мы с вами говорили про стрижку пикси? Так вот, в новом сезоне набирает свою популярность такое вот сочетание между пикси и боб-стрижкой — это бикси. И такая стрижка создает баланс между женственностью и дерзостью. Основной акцент сделан на объем макушки и легкие слои, которые придают фактуру и движение. Стрижка бикси актуальна как с челкой, так и без челки, поэтому можно экспериментировать с различными вариантами укладок. Среди ультракоротких стрижек появился свежий тренд, и я думаю, что его оценят действительно отважные девушки. Это стрижка гарсон, которая уже была прошлые годы, но сейчас этот вариант именно с такой рваной челкой. По-моему, как раз таки у Эммы Уотсон была такая прическа, она одно время ходила постоянно с длинными, а потом оп, и гарсон. Далее окрашивание. Мне кажется, что естественные окрашивания, натуральные, красивые, они всегда в тренде. Самое главное — выбрать холодный или теплый оттенок, который классно подходит вам. Сегодня я хочу затронуть более необычные цвета. Во-первых, в тренде терракотовый цвет. Знаете, такой теплый, но при этом не слишком яркий. Если вы любите краситься в рыжие, сочные такие вот оттенки, то стоит приглядеться именно к этому цвету. На темных волосах я сейчас заметила вариант такого сливового оттенка. И в целом многие тренды связаны с таким вот немножечко синевато-сливовым цветом. И вы знаете почему, я вам попозже расскажу. Это связано с главным цветом предстоящего 2025 года. Если говорить про светлые волосы, то модно окрашивание устричный блондин. Опять-таки можно сделать в технике Air Touch и придать просто некоторые прядки в этом оттенке. Это оттенок такой, знаете, шампанское, возможно, такой серо-бежевый, слегка песочный. Этот оттенок классно подойдет на зиму, потому что у него не настолько теплый подтон, который обычно используется в летнее теплое время. Далее давайте поговорим про маникюр. И это пока что не объявлено официально, но с огромной большой вероятностью главный цвет 2025 года будет сумеречный синий. И знаете, анализируя моду со стороны, смотря какой цвет был главным в прошлых сезонах, чему отдавалось предпочтение, и вот в целом, смотря на образ, ой, я увидела радугу. Представляете, у нас за окном просто дождик, все такое. И мне кажется, что это действительно знак. Мы сейчас говорим с вами про цвет, и тут вышла радуга. Вот я прям вам сейчас серьезно говорю, она у меня вышла на глазах. Так вот, смотря на моду прошлых сезонов, мне кажется вполне логично, что на передний план выйдет какой-то цвет именно вот синего оттенка. Если вы хотели экспериментов в маникюре, то, во-первых, можно попробовать сумеречный синий, пока он не стал трендом. Такой, знаете, прям свежачок, горячие пирожки вам принесла. Если говорить про более универсальные тренды, которые вот уже сейчас есть, которые можно точно использовать, во-первых, это цвет эспрессо. Кофейный, темный оттенок, такой, знаете, прям аппетитный. Особенно если вы любите кофе, то вот
вам 100% нужно идти на маникюр и просить этот цвет. Особенно выигрышно он выглядит на длинных ногтях, но я думаю, что и на более коротких его также можно использовать. Далее тренд с веселым названием — это вишневая кола. В общем-то, это тот же самый бордовый вишневый цвет, но более темный, более такой зимний, приглушенный. Ну вот действительно вишневая кола. Поэтому, когда, если не сейчас, использовать такой цвет. Следующий тренд в маникюре — это наивные ногти. И если в начале 2024 года здесь больше течение уходило в балет-корд, знаете, такие бантики, стразики, что-то такое миленькое, то сейчас вот эти наивные ногти, они больше основываются на дизайне одежды, на каких-то деталях, каких-то орнаментах, может быть, даже из интерьера. В общем, что-то такое более сложное, но в то же время такое милое и наивное. Следующий тренд — это темно-оливковый, знаете, такой цвет зеленого чая, матчи. И он классно выглядит как на матовых ногтях, так и на более глянцевых. Ну и последний тренд — это, конечно же, нюд. Акцент на здоровые, естественные ногти, возможно, с небольшим сиянием. То есть буквально нанести прозрачный лак, или сделать френч, или подчеркнуть лунки. В общем, все это я отношу к нюдовому, естественному маникюру. Ну а теперь новый конкурс. Конечно же, объявляю предыдущего победителя. Поздравляю и скоро с вами свяжусь. Сегодня я хочу подарить вам сертификат на 5000 рублей в Золотое Яблоко. Его можно будет потратить на все, что вашей душе угодно, в офлайн-магазине или онлайн. И даже если в вашем городе нет Золотого Яблока, то по почте все вам доставят. Условия, как всегда, максимально простые. Это быть подписанным на мой канал, поставить лайк на видео и написать любой комментарий с указанием вашего города. Ну а я желаю вам классного дня, интересных преображений и до встречи в новом видео. Пока!